Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке вяжем вот такой вот интересный мотив квадрат крючком. Вяжется интересным способом, может быть одного цвета, либо двух цветов, как у меня, либо вообще можно использовать 4 цвета. То есть если у вас есть остаточки шнура, вы можете связать такой квадратик из 4 разных цветов. То есть может использоваться как подставка под кружечку. Если связать много таких мотивов, это может быть плед. Либо если вязать вот эти вот такие вот треугольнички большего размера, можно вообще связать либо ковер, либо такой вот большой плед, который состоит из таких больших треугольничков. Вязать буду из шнурочка Caramel Baby 2 мм. Заказать такой шнур можно со скидкой 10% по моему промокоду на сайте Пряжа Центр РФ. Промокод на скидку оставлю в описании под данным роликом. И вязать буду крючком номер 3. Размер квадратика напрямую зависит от количества набранных воздушных петель. Набирать необходимо нечетное количество петелек. Для своего образца я наберу 13 воздушных петель плюс 1 петля подъема. 13 петелек плюс 1 петелька подъема. Первый ряд мы вяжем просто столбики без накида. Их должно быть 13. Провязали первый ряд. 13 столбиков без накида. Делаем воздушную петельку подъема. Развернули наше вязание. И теперь мы будем вязать за заднюю полупетлю. Петельку подъема пропускаем. Смотрите, вот наша петелька, мы вяжем за заднюю полупетлю. Во втором ряду мы провязываем 10 столбиков без накида, и 3 оставшиеся петельки мы провязываем вместе. 3, 4, 5, 3 петельки оставшиеся тоже за заднюю полупетлю мы вот таким вот образом, смотрите, 4 петли на крючке, мы их провязываем вместе, делаем воздушную петельку подъема. Этот ряд мы просто провязываем за заднюю полупетлю, идем в начало ряда. Делаем воздушную петельку подъема и разворачиваемся на новый ряд, где мы снова будем делать убавочки. Мы провязываем 8 столбиков без накида за заднюю полупетлю и далее 3 петельки провязываем вместе. Так, это у нас 5, 6, 7 и 8. Остается 3 петли. 1, 2, 3. Опять же за заднюю полупетлю только. Все вместе провязали. Разворачиваем вязание. Этот ряд провязываем. То есть так чередуем. Без каких-либо убавок. Воздушная петля подъема. Так, снова перешли на новый ряд, где в конце ряда мы делаем убавочки. Здесь мы провязываем 6 столбиков без накида. 2,
3. Не забываем, что вяжем за заднюю полупетлю. 4, 5, 6. И делаем, снова у нас в конце остается 3 петельки, да, мы их провязываем вот таким вот образом вместе. Воздушная петля подъема. Чередуем с рядочком, в котором нет убавок. Вяжем просто за заднюю полупетлю. Воздушная петля. Развернули вязание. Так, в этом ряду мы провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3 последние петли снова провязываем вместе. Воздушная петля подъема, развернули. Следующий ряд просто провязываем за заднюю полупетлю без каких-либо убавлений. Воздушная петля. Так, провязываем в следующем ряду 1, 2 столбика без накида, и последние 3 столбика мы провязываем вместе. Воздушная петля подъема. Этот ряд без каких-либо убавлений. Воздушная петелька. И все, теперь смотрите, у нас последний ряд остается, где у нас все вот эти 3 петли мы будем провязывать как одна. Вот ничего не провязываем. 1, 2, 3. 4 петельки на крючке. Все провязали вместе. И 1 воздушная петелька. Вязать тоже будем разными цветами. Можно, конечно, связать одним цветом, но я буду 2. Смотрите, что теперь делаем. Вот так вот разворачиваем наше вязание. И теперь вводим новую нить. Так, берем другой цвет. И смотрите, что мы будем делать. Нам необходимо по вот этому вот периметру провязать такое же количество петель, как мы набирали. Набирали мы 13 воздушных петелек. То есть, смотрите, просто ровненько их распределяете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот сюда в начало мы 13 провяжем. Вот таким вот образом. Делаем воздушную петельку подъема. Переходим на новый ряд, где провязываем, как обычно, мы провязываем 10 столбиков без накида за заднюю полупетлю. То есть таким же образом идем, вяжем треугольничек. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И оставшиеся 3 петельки мы просто провязываем вместе. Вот. Разворачиваем вязание. Опять же чередуем ряды, в которых мы убавки не делаем. Делаем воздушную петельку подъема и снова переходим вязать ряд, где в конце ряда мы будем делать убавки.
Так, теперь мы вяжем 8 столбиков за заднюю полупетлю. То есть принцип вязания вы понимаете. Когда идем обратно, так, сколько у меня здесь провязано? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. Провязываем все вместе. Так, следующий ряд мы провязываем без изменений, а потом у нас идет 6 столбиков без накида убавка, 4 столбика без накида убавка, 2 столбика без накида убавка, и просто мы разворачиваемся. Я уже покажу. Сейчас буду идти к завершению моего треугольничка нового. Вы вяжите самостоятельно, точно так же, как мы вязали вот этот треугольничек. Переходим на последний ряд. Последний ряд не забываем, что вот у нас мы провязали, смотрите, петельку подъема. Все, и здесь сразу делаем убавочки. У нас 1, 2, 3. Провязываем вместе, делаем закрепительную петельку. Далее тоже не путайте, мы новый шнур вводим не по этой стороне, где мы делали убавки, а разворачиваем вязание. И только тогда мы вводим новый наш цвет. У нас это будет снова коричневый. Вы же можете вязать все 4 квадратика разными цветами. Так. Затянули. Хвостики потом спрячем. И по вот этому вот периметру провязываем 13 столбиков без накида. Так, чтобы последний столбик у нас попал вот сюда, вот в серединку. Так, вяжем 13 столбиков. Я их провязываю вот так. Так, хвостик этот, в принципе, он маленький, можно его и вязать. Три, 4. Так, 12, 13 провязываем вот сюда. Вот, дошли как раз до серединки. Так, делаем воздушную петельку, разворачиваем вязание. И, как обычно, когда мы идем уже обратно, мы делаем наши убавки. То есть мы сейчас провязываем 10 столбиков. Раз, за заднюю полупетлю, как обычно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Остается 3 петельки у нас, мы их провязываем вместе. Делаем воздушную петельку и идем в начало. Воздушная петля. И опять идем на тот ряд, где мы в конце ряда, то есть суть вы понимаете, делаем убавки, да, провязываем 8, столбиков без накида, остаются 3 последние петельки, мы из них делаем одну. Все, то есть по такому принципу мы снова вяжем вот этот вот наш треугольничек. Вводим новую нить и провязываем 13 столбиков без накида.
2, 3, 4, 5. Смотрите, провязали 12 столбиков без накида, и 13 я его вот сюда вот в серединку провязываю и захватываю боковую петельку, вот самую первую. 3 петельки на крючке, я вот так вот третью через 2 пропускаю. И так как у меня вот это вот лицевая сторона, да, то шнур у меня идет изнутри. Я опять же, смотрите, как я его завожу, и за заднюю полупетлю провязываю, как обычно мы провязываем первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 3 последние мы провяжем вместе. Воздушная петелька, разворачиваем наше вязание, идем снова вот сюда. А здесь я вам покажу, как мы снова закрепим нашу последнюю петлю. Так, смотрите, провязываем последнюю нашу петельку, но заодно захватывая вот эти стеночки. Провязываем и чередуем петельки через одну. Видите, где мы захватывали прошлую? Вот эту мы пропускаем и вот в эту петельку. И протягиваем ее через 2 предыдущие. Вот таким вот образом. Это, еще раз говорю, что вот это у нас лицо. Изнутри шнурочек. И идем в эту сторону, где в конце мы снова делаем убавочки. Провязываем теперь 8 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 последние мы провязываем снова вместе. Вот таким вот образом опять будем идти сюда и закрепляем, то есть одну пропускаем, следующую. Как это делать, я уже показала. Вяжем до конца самостоятельно, покажу, как провязать последнюю петельку. Так, смотрите, нам осталось провязать вот этот вот рядочек наш, который, так, сейчас, который мы идем обратно и захватываем вот эту петлю, да. Так, провязываем. Сюда захватили и вот эту пропускаем вот в самую верхнюю, то есть как я вам и рассказывала. Так, разворачиваем наше вязание. И теперь вот остается 3 петельки. Смотрите, как мы ниточку заводим вот сюда внутрь, да, и протягиваем 1, 2, 3, 4 петельки на крючке. Все связали. Вот это у нас лицо. Сейчас я обрежу все ниточки, покажу, как получилось. Вот такая у меня получается подставочка под горячее. Сейчас скажу размеры. Так, сколько? 11,5 сантиметров. Да, это когда я набирала 13 воздушных петелек. Смотрите, вот здесь я набирала 15 воздушных петель. У меня получается сколько? Не намного больше, 12 сантиметров. Вот, так что если вам полезен был мой видеоурок по вязанию вот таких вот оригинальных подставочек под горячие, вот такого вот разноцветного мотива, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, будет еще много чего интересного. Всем пока-пока!